Жизнь в зоопарке Луисвилля, штат Кентукки, текла своим чередом, когда сотрудники зоопарка узнали, что одна из их горилл, Нала, ожидает малыша. Эта радостная новость не могла оставить равнодушными никого, как работников зоопарка, так и многочисленных посетителей, которые обожали наблюдать за Налой. Ее добродушный характер и обаяние всегда притягивали взгляды. Но вскоре после объявления по ее беременности стали происходить странные события, которые стали вызывать беспокойство и тревогу. В один из дней, наслаждаясь утренним солнечным светом, Нала вдруг стала проявлять поведение, которое повергло сотрудников в шок. Была еще неделя до того момента, когда она должна была родить. Ранее активная и энергичная, Нала теперь все чаще пряталась в укромных уголках своего вольера, как будто искала укрытие от мира. Каждый день сотрудники зоопарка замечали, как Нала все более замыкается в себе, отдаляясь от своих сородичей и людей, с которыми у нее сложились дружеские отношения. Происходящее беспокоило сотрудников. Животное, которое всегда радовало всех своим веселым нравом, теперь выглядело испуганным и подавленным. Ее удивительное желание уединения влилось в общую картину стресса. Порой в глазах Налы читался страх, и каждый новый день становился причиной для слов, полного недоумения у всех, кто верил в ее восстановление. Первое время Нала оставалась самоотверженной, и, возможно, это и было причиной, по которой сотрудники продолжали наблюдать за ней. Но с каждым днем ее поведение становилось все более странным. Когда зоологам удалось сделать состояние и качество жизни Налы более понятными, они осознали, что ее тревожности необходимо уделить особое внимание. Ветеринары зоопарка поняли, что горилла теряет вес и аппетит гораздо быстрее, чем предполагается. Нала проводила большую часть времени изоляции и, вспоминая свою жизнь до воспоминаний о соплеменниках, скрывала свою боль. Результаты анализов, которые показали, что ее состояние требует немедленного внимания, стали сигналом тревоги. Когда Нала наконец родила, волнующие эмоции сплотили команду, и налицо был большой потенциал для дальнейших процессов. В зоопарке была уже сплоченная группа специалистов, готовых к этому важному моменту, однако ожидания продолжали смеяться от легкой тревоги. У гориллы наблюдались серьезные психологические травмы, которые могли быть следствием ее трагического прошлого. До того, как попасть в зоопарк, Нала стала жертвой браконьеров. Все эти травмы сказывались на ее поведении и эмоциональном состоянии, и ветеринары знали, что они должны быть осторожны и внимательны в своем подходе. С каждым новым днем приходилось работать не только с поведением, но и с тем, что было связано с тем, что у Налы возникли недомогания. Как только пришло время рожать, Нала вложила всю свою силу в преодоление боли. Ее мучения в процессе родов стали настоящим испытанием, и вскоре врачи приняли решение о проведении кесарево сечения. Они понимали, что единственным способом спасти и мать, и малыша будет операция, которая, хотя и опасная, давала шанс на жизнь, когда другие методы не сработали бы. Это стало значимым решением для всех, кто переживал за Налу. Венцом этого момента стало обещание соблюдать все важные правила, что указывали на необходимость заботы о ее будущем. В момент операции медицинская команда работала слаженно и профессионально, изо всех сил стараясь не допустить ошибок, так как каждая секунда была на счету. Боковые двери операционной были закрыты, а вокруг медиков витала тишина, в которой можно было услышать, как стучит собственное сердце. Сотрудники зоопарка собрались в коридоре, все были полны надежды, но думали и о возможных угрозах. Они знали, что жизнь Налы и ее двух детенышей зависела от этого критического момента, и все желали лишь хороших новостей. На удивление, спустя некоторое время напряженного ожидания, врачи вышли с радостным сообщением. Горилла и ее первый детеныш Бенджи в полной безопасности.
Все выдохнули с облегчением и радостью, и вскоре стало известно, что Нала родила еще одного малыша — Лулу. Этот шок для всей команды зоопарка стал настоящим праздником. Обрадованные сотрудники начали обмениваться мнениями, обсуждая, как можно назвать обоих детенышей. Не пожалев взволнованных слов, Епа радостно шумели. Но в этом моменте каждый понимал, насколько важно поддержать Налу в ее новом статусе матери. Прошло совсем немного времени, и вскоре начали слышаться восторженные возгласы, когда участники команды зоопарка начали обсуждать, как можно назвать новых детенышей. Нала, даже будучи в стрессе, все же понимала, что ее маленькие соперники – это счастливые события. Она, будь это куколки, в ее руках нежно обнимала и привязывала их к своему сердцу, охраняя каждую деталь. На глазах у всех была картина умиротворения и материнства, которая окутала не только самих горилл, но и всех присутствующих. С каждой минутой эта великая связь становилась все более прочной и глубокой. С каждым проведенным днем Нала начала адаптироваться к новой жизни с двумя детенышами – Бенджи и Лулу, полные любопытства, постепенно начинали открывать для себя окружающий мир, и их первая встреча с природой и обществом стала важной вехой их развития. Их первые шаги, неожиданные повороты и забавные попытки взаимодействовать с окружающей средой привнесли новую жизнь в распорядок зоопарка. И казалось, что даже самые мелкие моменты становились важными событиями, не уступающими степени важности основным достижениям. Научные команды зоопарка стали активно исследовать то, как Нала взаимодействует со своими малышами и, по сути, как ее поведение изменяется в ответ на их потребности. Они фиксировали каждый момент, как горилла играет, как ухаживает за своими детьми, как распределяет внимание между ними. Это стало важным материалом для дальнейших исследований о поведении горилл в неволе, а также хорошим примером для других зоопарков, желающих обеспечить лучший уход за себя. Многочисленные данные о Нале и ее близнецах позволили изучить не только уход за новорожденными, но и открыли двери для новых исследований, связанных с генетикой и размножением приматов. В разные промежутки сотрудники уделяли особое внимание взаимодействию между матерью и детенышами, так как это впоследствии должно были улучшить их дальнейшую адаптацию. Каждый новый день становился актом познания как для Налы, так и для ее детенышей. Все работники и исследователи изучали, самостоятельно ли они адаптируются к новым условиям, как обучаются взаимодействию и как развивают свою социальную активность, играя дружно друг с другом. Нала, порой проявляя свои родительские инстинкты, становилась идеальным учителем для своих детенышей, передавая им не только социальные навыки, но и страхи и радости этой жизни. Наблюдая за их игрой, сотрудники зоопарка становились все более взволнованными и вдохновленными. Долгие часы наблюдений стали местом для общения и обмена мнениями о том, как Нала поддерживает своих детей, передавая им свои знания и навыки. Все стали свидетелями того, как Бенджи с каждым новым разведением пространства приобретал уверенность в себе, в то время как Лулу искала утешение от своей матери, осваивая новое пространство. Наблюдая за тем, как она строила свои мнения и предпочтения, сотрудники начинали понимать, что жизнерадостная природа-мать, возможно, является тем самым жизненным опытом, который позволит им самостоятельно искать адаптации. Прошло несколько месяцев, и Нала, Бенджи и Лулу подросли.
Вольно бегая по своему вольеру, они стали настоящей достопримечательностью зоопарка. Каждое утро сотни посетителей приходили, чтобы увидеть их и понаблюдать за их взаимодействием, впитывая в себя атмосферу природы и семейности. В этот момент стало заметно, что вся сборка работала не только над тем, чтобы ухаживать за животными, но и заводила ныне необычайные отношения с природой, в том числе с гориллами. Работая вместе, сотрудники зоопарка чувствовали, что совместная работа – это не только возможность продвинуть свои знания о животных, но и объединиться для достижения общих целей. Тем временем, работа сотрудников зоопарка была направлена не только на уход за гориллами, но и на активизацию научных исследований, связанных с их природой и способом жизни. Лаборатории начали собирать образцы и данные, необходимые для изучения жизни горилл, которые могут помочь сохранить этот вид на Земле. Обсуждения внутри зоопарка о Нале и ее малышах привели к созданию новой программы, основанной на интеграции охраны стада приматов и их биосистем. История Налы, о которой с каждым разом больше стали говорить жители, стала символом надежды и резилиенс в мире, где выживание животного мира зависит от работы людей. Это была трогательная история о любви, мужестве и стойкости, показывающая, что даже в самых сложных случаях возможно найти светлые стороны возможности. С каждым новым днем Нала становилась все более непредсказуемой и веселой. Ее удивительное обаяние продолжало привлекать внимание многих, и вскоре стало очевидным, что гориллы начинают создавать не только свои игривой пространственной массы, но и веселой эволюцией. Прошло пару лет, и все это время Нала и ее детеныши вдохновили людей на вековую защиту природы. Эта история была доказательством того, как можно оберегать свое окружение и как важно заботиться друг о друге. Она показывала, что защитники природы обеспечивают надежду на жизнь для горилл и других важных видов, чтобы они могли продолжать свое существование. Когда кто-то из посетителей заведомо идет на завтрак, они не только видят горилл, но и чувствуют связь, присутствующую в сообществе. Нала стала символом того, что даже самые темные моменты могут быть преодолены. И когда люди осознают, как живые существа могут выживать, то возможен и прогресс. Этот подход стал значимым вкладом в активную защиту мест обитания, и стало видно, что дело не только в животном, но и в том, как сама жизнь может создавать светлые стороны для будущих поколений. Каждый смотрит на свои эксперименты с надеждой и неопределенностью, ожидая, как люди могут организовать защиту космологии, стоящей на грани исчезновения. Но с каждым знакомством, каждое исследование открывало новые горизонты возможностей. История Налы стала не просто местной легендой, но и глобальным вдохновением в области охраны окружающей среды и устойчивости. Единство людей и животных, охватываемое одеялом надежды, которая не знает границ, обещает светлое будущее. В итоге история Налы стала символом борьбы за выживание, надежности моральной и физической поддержки, а также выразила идею о том, насколько важна работа защитников природы. Возможно, на этом удивительном пути еще больше откроется таинственных очертаний жизни.